Мы наконец избавились от надоевших уже нам велосипедов и вышли на восточно-бережную тропу. Пешком ходить нам нравится намного больше. Наше путешествие по East Coast Trail началось из местечка под названием Topsail. Здесь находится северный терминал тропы. Сюда мы прибыли уже под вечер, заночевали прямо на пляже, а с утра пораньше тронулись в путь. Мы идем по берегу залива. Слева от нас соленая океанская вода. Справа от нас еловый лес. Он практически весь уже давно погиб, но при этом он остался стоять и уже в таком виде находится многие десятилетия. Видимо, из-за влияния морского климата он весь законсервировался и не разрушается. Такое загадочное явление. Мы немножко отклонились от маршрута, решили побродить по пляжу. И кажется, мы нашли пещеру, ребят. Сейчас мы попытаемся туда попасть. Даже какая-то из нее веревка. На самом деле оказалось, что это не пещера, а небольшой грот. Здесь проходит кварцевая вена, и в ней образовалось такое углубление, в котором можно втроем посидеть, даже, наверное, разжечь костер и посмотреть на восход и закат. Но сейчас, правда, туман, с восходом и закатом у нас будут проблемы. Первые впечатления о восточно-бережной тропе. Тропа молодая. Дело даже не в том, сколько лет назад ее проложили, дело в том, сколько вокруг нее создано инфраструктуры. Здесь инфраструктура минимальная. Есть очень хорошо сделанные карты, где отмечена сама тропа и уровни прохождения высот. Здесь также указана средняя скорость прохождения маршрута, указана достаточно точно. Есть разметка тропы, заблудиться достаточно сложно, хотя нам со стрекозой иногда это удается. Никаких площадок для кемпинга, никаких охотничьих домиков. Но в этом есть свое преимущество. Мне это, честно говоря, очень нравится, потому что мы можем останавливаться там, где мы хотим и когда мы хотим. У нас есть полная свобода на этой тропе. Это большая редкость в Канаде. Тропа не проходит через большие национальные заповедники и парки. Соответственно, нет никаких ограничений по поводу того, где можно разжигать костер, где можно останавливать палатки. У нас полная свобода передвижения, и это огромный плюс, который мы ценим. Вообще, за те 2,5 недели, что мы провели на тропе, нам приходилось ночевать в самых разнообразных местах. Мы ставили свои палатки на вершинах гор, где нас продувал пронизывающий ветер. Останавливались на каменных пляжах в глубине фьордов, где всю ночь слушали, как бьются о берег волны Атлантики. А иногда просто оставались в городах, которые попадались нам по пути. И тогда ночевали на детской площадке или бейсбольном поле. Я прошла 25 километров, имею право так реагировать на жизнь. Местные жители всегда старались нам помочь. Принести пару бутылок питьевой воды или даже пива. Подбросить на машине до ближайшего магазина. Ну а самой необычной стоянке я расскажу отдельно. Для того, чтобы отработать нашу сегодня ночевку, мы обязались посадить несколько кустов малины.
бочка с дождевой водой, решетка, чтобы не провалилась кошка. Дело было так. После нескольких дней пути мы стали искать место, где мы могли бы постираться и закупить провизию. Наш выбор пал на город со смешным названием Pouch Cove. Местные жители рассказали нам о хозяйке одного дома, который сдает комнаты хайкерам, путешествующим по тропе. Мы разыскали ее. Это было несложно в городе с населением в 2000 человек. Но ее цены не вписывались в наш скромный бюджет. Тогда добрая бабушка предложила нам раскинуть наши палатки прямо в огороде, пользоваться столько, сколько нам нужно ее ванной комнатой и стиральной машиной. И все это в обмен на небольшую помощь по хозяйству. За что я люблю наши поездки, то что они всегда заканчиваются какими-либо приключениями. И сейчас нас попросили прополоть грядку в обмен на ужин, которым нас накормят. Забытое искусство прополки. Бурундук, стрекоза. Искусство прополки в действии. А это ужин, который мы заработали. Да. Честным сельскохозяйственным трудом. Вкратце о нашем географическом местоположении. Сейчас мы находимся на полуострове Авалон, самом густонаселенном районе Ньюфаундленда. Здесь проживает 250 тысяч человек, что составляет половину всего населения острова, и расположена его столица Сент-Джонс. Здесь же проходит восточно-бережная тропа. Несколько слов о ней. East Coast Trail – самая восточная пешеходная тропа в Северной Америке. Она берет свое начало в местечке Топсейл-Бич и, исследуя береговой линии полуострова Авалон, достигает на севере мыса Святого Франциска. После чего резко поворачивает на юг, проходит через город Сент-Джонс и Форт Амхерст и продолжает свое движение в этом направлении вплоть до рыбацкого поселка Копахайден. Здесь находится ее южный терминал. История East Coast Trail начинается в 1994 году, когда группа энтузиастов проложила первые 25 километров прибрежного маршрута к северу и югу от Сент-Джонс. Через 2 года трек увеличился до 125 километров, а на сегодняшний день его общая протяженность 336. Но строительство East Coast Trail продолжается. Финальная цель – 540 километров берегового и внутриостровного маршрута. Восточно-бережная тропа встречает на своем пути многие исторические и природные достопримечательности. К достопримечательностям мы еще вернемся. А теперь проверьте себя. Какие ассоциации у вас возникают при слове Ньюфаундленд? Знаменитая собака-водолаз, безусловно, является одним из самых известных символов Ньюфаундленда, но о ней в другой раз. Есть одно природное явление, которое можно назвать визитной карточкой острова, в котором он является абсолютным чемпионом планеты. И это... Туман, Туман. туман, туман, опять туман. Вокруг туман, туман и дождь. Да, туман. Большая ньюфаундлендская банка, о которой я уже упоминал в первой серии. Это крупная материковая отмель на юго-востоке Ньюфаундленда. Здесь встречаются 2 морских течения. Хорошо всем известный теплый Гольфстрим и холодное Лабрадорское течение. На месте их столкновения возникают гигантские испарения, которые и являются причиной постоянной дымки над островом. Для сравнения, в старой доброй Англии, которую порой еще называют Туманным Альбионом, на протяжении года бывает около 45 туманных дней. На острове Ньюфаундленд более 200. Вот так выглядит туман в Ньюфаундленде.
Мы только что проснулись. Сегодня какой-то особенно сильный туман. Всю ночь мы слышали фогхорн с форта Амхерст, который мы вчера проходили. Сигнал очень сильный. Мы, находясь в 10 километрах, его прекрасно здесь слышали. И он подается примерно каждые 10-12 секунд, поэтому сегодня ночь была очень беспокойной, мы не выспались. Но сейчас завтракаем и дальше отправляемся в путь. И раз уж зашла речь о фогхорн, туманном горне, самое время поговорить о маяках. Если вы состоите в обществе любителей маяков, такое, к слову сказать, в Америке есть, или если вам просто нравится смотреть на их необычную архитектуру, отправляйтесь в Ньюфаундленд, и вы не пожалеете. На острове их насчитывается 55, и половина из них действующие. Только по пути следования East Coast Trail они встречаются 8 раз. Среди них крошечный деревянный маячок форта Амхерст. На его месте стоял самый первый маяк Ньюфаундленда, построенный в 1813 году. Первоначальное здание, к сожалению, не сохранилось. Чугунный тяжеловесный Бэй-Булс, испускающий вспышку белого света раз в 5 секунд. Кстати, вы знали, что у каждого маяка есть свой код, свой почерк? Погуглите, это интересно. Исключительно кинематографичный красно-белый маяк в местечке Ферриленд, мой персональный любимчик. И, конечно, 2 маяка мыса Кейп-Спир. Старый, наиболее древний из сохранившихся в Ньюфаундленде, ныне превращенный в музей, и новый, построенный в 50-е годы прошлого века. Интересная история смотрителей этого сооружения. В 1835 году, когда маяк еще только строился, в Сент-Джонс должна была прибыть одна очень важная персона. Но ее корабль попал в густой туман и потерял дорогу. Губернатор выслал навстречу несколько портовых лоцманов, и одному из них удалось разыскать корабль и доставить его в порт. Молодого человека звали Джеймс Кентуэлл. Когда его спросили, какую награду он хотел бы получить за свою работу, он попросил место смотрителя строящегося маяка. Впоследствии семья Кентуэлл поддерживала свет на мысе Кейп-Спир в течение более 150 лет. Я человек сухопутный, и поэтому для меня явилось полным откровением то, что маяки подают кораблям сигнал не только светом, но и звуком. И скажу честно, фогхорн, туманный горн, впечатляет. За несколько десятков метров от маяка предостерегающая надпись. Сирена срабатывает без предупреждения. Уровень громкости может быть опасен. Хотите послушать? Тогда рекомендую слегка убавить звук. Несмотря на современные средства геолокации, которыми оснащены сейчас даже самые небольшие суда, маяки до сих пор не потеряли своей актуальности. Являясь точкой притяжения туристов, они продолжают исправно выполнять свои функции. А профессия смотрителя маяка пользуется в Ньюфаундленде особым почетом, что неудивительно. От него зачастую зависит жизнь многих людей, находящихся в море. Достаточно повнимательнее присмотреться к картам, и вы обнаружите многочисленные значки, обозначающие места затопления кораблей. Это морское кладбище протянулось вдоль всего пути нашего следования по восточно-бережной тропе. И, скорее всего, не только там. На этом небольшом отрезке, длиной всего в 5 километров, я насчитал более 20 кораблекрушений, зарегистрированных за последние 200 лет. Как вы можете догадаться, туман – это не единственная опасность, которая поджидает моряков в прибрежных водах Ньюфаундленда. Я уже упоминал о холодном лабрадорском течении, которое берет начало в Северном Ледовитом океане. Именно оно выносит в Атлантику айсберги, отколовшиеся от шлейфовых ледяных массивов Гренландии, и направляет их к восточным берегам Канады, где они дальше дрейфуют на юг. Один из них и стал причиной самой знаменитой морской катастрофы в истории человечества. Речь, конечно, идет о гибели корабля «Титаник» в 1912 году в 500 километрах на юго-востоке от Ньюфаундленда. Сам путь, по которому плывут эти смертоносные странники, носит романтичное название «Аллея айсбергов». По нему проходит от 400 до 800 крупных и средних ледников в год. Многие из них прибывают к берегам острова, где они постепенно тают. По словам старожил, с которым мы пообщались, еще лет 20 назад айсберги можно было наблюдать в заливах на протяжении почти всего лета. Сейчас, уже к началу июля, они являются большой редкостью. Мы, конечно, надеялись, что нам повезет, но глобальное потепление вносит свои коррективы. С айсбергом мы так и не повстречались. Впрочем, нет, встреча все же состоялась. Мы не могли не попробовать знаменитого ньюфаундлендского пива, сделанного на воде из тысячелетних ледников. Пиво, которое так и называется – айсберг. В следующей серии мы продолжим наше путешествие по восточно-бережной тропе. Побываем на ее самой знаменитой достопримечательности гейзере Спаут.
посетим береговую артиллерийскую батарею на Кейп-Спир, пройдем по подвесному мосту Ла-Манш и увидим многое и многое другое. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. С вами были Медведь и компания. Когда долго идешь по длинной пешеходной тропе, всегда есть соблазн пропустить точки обзора для того, чтобы сохранить силы и сберечь немножко времени. Не делайте так. Это большая ошибка. Самые интересные вещи проходят мимо. А прийти на стоянку можно и чуть позже. И вот мы сейчас тоже отклонились от нашего маршрута, где-то здесь около километра, наверное, в сторону. И идем смотреть очередную точку обзора с видом на океан и Паучков. С видом на океан и Паучков. С видом на океан и город Паучков. Паучков, можно сказать. Город Паучков. Будем считать город Паучков.